Всем привет! Меня зовут Евгения Лисицына, я очень рада приветствовать вас на своем канале. И как вы все наверняка знаете, кто на этом канале вообще находится, мы здесь с вами разговариваем в частности и про векторные приложения. Я много рассказываю про то, как рисовать в векторе, много показываю спидпейнтов всяческих и так далее. И вот угадайте, какой часто задаваемый вопрос ко мне прилетает. Это не то, где я рисую. Это, кстати, очень интересно, почему мне под видео, где я прям пишу, что это Adobe Illustrator на iPad, первыми же вопросами прилетает, а какое это приложение. Я не знаю, это какой-то формат троллинга, что ли? Ну, в общем, ладно, я отошла от темы. Вопросик очень интересный. Женя, а есть ли какой-то аналог или, Женя, можно ли установить Adobe Illustrator или Adobe Fresco на планшет Android? К сожалению, друзья мои, ребята из Adobe категорически вообще игнорируют всяческие планшеты и телефоны на Android. Раньше у нас было с вами приложение Adobe Draft. Это было достаточно давно, в 2018, по-моему, или 2019 году. Но, к сожалению, они достаточно быстренько свернули эту лавочку. Не скажу, что приложение было суперфункциональное, это такие, знаете, зачатки Adobe Fresco, где были векторные кисточки и, собственно, стирательная резинка. На этом весь функционал, по сути, заканчивался у этого векторного приложения, но оно было, и оно было на Android, и потом решили как бы от этого проекта отказаться. Так вот, что же у нас сейчас по андроидовской вообще теме, в чем там можно рисовать вектор? У меня выходило видео здесь на канале про вектор Ink, такое вот есть бесплатное, условно бесплатное приложение, которое можно использовать тоже на Android, но, как показала практика, не очень оно стабильное. У него очень много дурацких багов, если честно, и когда начинаешь рисовать чуть больше, чем просто какой-то там флэт простой, начинаются вопросики. И каждый раз, когда меня спрашивают: Женя, в чем рисовать вектор на Android, мне как бы хочется посоветовать, сказать: ну блин, ну да, возьмите вектор Ink. Но я как бы с другой стороны понимаю, что сложное приложение. И вот все это время я искала какое-то приложение, которое можно было бы использовать хотя бы по функционалу раннего векторнатора, да, чтобы там хотя бы вот минимальные какие-то базовые вещи были закрыты и чтобы это приложение было стабильно. И мне одна из подписчиц написала о том, что ей нравится приложение графика. И я такая: блин, я не слышала. Зашла, скачала, и в целом, друзья мои, похоже, мы нашли с вами приложение, которое можно использовать на Android и в котором реально можно рисовать. Поэтому я сегодня к вам, во-первых, вот с этой длинной историей, а во-вторых, с тем, чтобы показать вам это приложение, чтобы мы с вами посмотрели его и чтобы мы с вами оценили его. Поэтому, раз уж я так затянула, давайте здесь уже быстренько перейдем в само приложение и посмотрим, на что оно вообще способно. Итак, когда мы с вами открываем это приложение, я уже создала новый документ, там в целом по созданию документов все понятно. Мы с вами видим не совсем стандартный интерфейс. Согласитесь, да, то, что мы видим в Adobe Illustrator, оно немножко не так, да, происходит. То есть стандартно у нас, например, слева инструменты, справа всякие функции, слои и так далее. А здесь у нас какая-то вот своя новая фишечка. Но не пугайтесь, я совсем разобралась. Итак, у нас с вами есть какая-то фигура. Мы с вами создаем какую-то фигуру. И обратите внимание, что все настройки у нас находятся в тот момент, когда мы эту фигуру выделяем. Здесь меняются все настройки. То есть здесь же у нас сразу мы выбираем с вами какой-то цвет этой фигуры. Тут же у нас в этом цвете есть еще и градиенты. По градиентам сразу скажу, у нас здесь есть настройка градиента, да, то есть самого цвета, и также даже есть возможность настройки непрозрачности. Градиенты есть линейный, радиальный и развертка. Развертка — это когда у нас вот такие две точки, да. Чего нету, это градиента, где мы сами можем ставить точечки, но в целом это не страшно. Единственное, что меня смущает по градиенту, это то, что мы не можем с вами поставить дополнительных точек на этот градиент. То есть в целом плюс-минус все уже с этим разобрались, чтобы мы могли с вами на градиент добавлять какие-то свои цвета дополнительные. Но окей, хорошо, по градиенту поговорили. Дальше вернемся к цвету.
цвету. По поводу цветов, кажется, что у нас тут их не так уж и много. Здесь есть сразу сводчи, которые мы можем использовать. И также у нас есть настройка цвета, и также у нас есть пипетка. То есть по цвету в плюс-минус здесь все они как бы покрыли, да, все необходимые для нас с вами настройки, да, то есть для вектора. Все окей. Что еще у нас с вами тут есть в настройках? В настройках мы также видим возможность добавить обводку. То есть это не как у нас обычно выносится цвет, да, куда-то вот сбоку, еще где-то, где мы с вами настраиваем и размер обводки, и цвет обводки. Здесь это все происходит непосредственно вот когда мы выделяем объект. Ну и давайте сделаем его, например, я хочу, чтобы он был чуть более темный, такой вот красный. Нажимаем ОК, у нас тут получается такая обводка. Здесь же мы с вами видим, что есть толщина этой обводки, мы можем ее менять. Вот она у нас здесь находится. И кроме того, у нас есть расширенные настройки, где мы можем выбрать стиль. Но из стилей здесь только пунктирный сплошной, то есть я не вижу каких-то других. Ну вот я имею в виду, что у нас с вами, например, в Adobe Illustrator или там в Curve у нас есть возможность обводки делать, например, скругленный край или угол скругленный или наоборот срезанный, да. Здесь я пока такого не нашла. Дальше, помимо того, что у нас с вами есть вот эти настройки, отдельно мы можем непрозрачность всего нашего объекта тоже поменять, то есть с этой точки зрения, то есть тоже у нас есть все. Есть здесь тень и размытие. Сразу говорю и сразу по ней видно, что это все растровые объекты. Помним, да, что мы с вами не используем растровые объекты, когда правильно готовим наш файл к загрузки на стоке. Поэтому тень и размытие здесь нужно быть аккуратненькими. И у нас есть возможность, то есть смотрите, когда я создаю какой-то объект, он у меня просто объект. Что я с ним могу делать? Я могу его, вот как мы увидели, перекрашивать, могу добавить на него обводку, могу его масштабировать, переносить, могу его крутить. Если у меня, например, квадрат какой-то, могу тут же сразу сдублировать, либо удалить, да? Но мы с вами вот здесь на вот этом интерфейсе мы не видим стандартных стрелочек, да, которые помогают нам, значит, объект переносить, либо вторая стрелка, да, инструмент прямого выделения, где у нас с вами начинают работать опорные точки. И вот это для меня была тоже магия. Кто хочет увидеть немного магии? Я такая смотрела и думаю, ну как здесь работать? Есть стрелочка «Преобразовать в контур». Мы ее преобразовываем в контур, и дальше появляется у нас кнопочка, там тоже была кнопочка, не стрелочка, простите, кнопочка «Редактировать». И после вот этих манипуляций у нас появляются опорные точки, с которыми мы можем работать. То есть в целом здесь все понятно. По поводу опорных точек давайте посмотрим тоже. То есть у нас есть возможность эти опорные точки крутить. Также у нас есть возможность настроить, как у нас эти усы будут относительно друга вообще взаимодействовать. Это тоже очень классно. Мы можем опорную точку удалить, и опорную точку мы также можем добавить. Для этого мы просто 2 раза тыкаем на объект, на линию объекта, куда мы хотим добавить с вами эту опорную точку. То есть в целом плюс-минус все понятно, да? То есть у нас с вами есть объекты, мы можем преобразовывать их в формы, которые мы можем менять при помощи опорных точек. То есть здесь в целом можно посмотреть, какие тут есть еще варианты, то есть можно упростить эту форму. И, в общем, здесь есть и замыкание контуров автоматическое, все в целом окей. Дальше, когда мы с вами что-то тут изобразили, давайте посмотрим, что еще есть. У нас есть режимы наложения даже. То есть если мы с вами рисуем тень какую-то и хотим ее, да, сделать через режим наложения, тут это тоже все есть. Следующий вопросик, да, когда у нас с вами несколько объектов, как их выделять. Вот это вот для меня тоже был целый квиз, потому что здесь нет кнопки.
как, например, в Curve отдельная кнопка, да, здесь нет никакого кольца, как в Adobe Illustrator, который тоже зажимаешь, да, и можешь выделять несколько объектов. То есть это целая мистика была. Я попробовала растянуть, вот как обычно, да, мы выделяем несколько объектов, растягивая такой вот прямоугольничек, ничего не работало. И я была вообще в шоке от того, как это решается. Вы не поверите. Мы с вами выделяем один объект, и второй объект мы просто зажимаем. И когда мы зажимаем второй объект, у нас получается, мы выделяем несколько объектов. То же самое у нас с вами происходит с опорными точками. Вот я нажимаю «Редактировать», вот у меня опорные точки, я выделила одну опорную точку, зажала вторую опорную точку, и вот у меня две опорные точки выделились. Как бы, с одной стороны, все гениально и просто, но не совсем интуитивно понятно, просто потому что в векторных приложениях лично я привыкла к другим вообще совершенно вещам, ну ладно. И вот мы выделили с вами несколько объектов, и у нас здесь есть даже инструмент создания фигур, и он реально работает. То есть мы можем объединять с вами фигуру, либо же мы можем с вами вот здесь нажать кнопочку «Удалить» и вырезать эту фигуру. Ну, то есть в целом работает все вообще прям окей. Нажимаем «Ок», и все, вот у нас вот такая вот интересная получилась фигура. Давайте я ее отменю. Дальше, какие у нас еще здесь есть фишечки? У нас сразу выделена кнопка «Отразить вертикально и горизонтально». То же самое мы можем с вами попробовать сделать, если у нас оба объекта выделены, да, и на обоих объектах тоже это работает. Единственное, с чем я немножко не разобралась, наверное, нужно спросить у вас, если вы, кстати, работаете в этом приложении, как здесь работает обтравочная маска. Тыкала, так я и не поняла. То есть вот здесь есть маска, здесь есть различные настройки этой маски, но они выглядят странно, и есть предположение у меня, что здесь обтравочная маска выглядит как-то по-другому. И если она вообще здесь существует, та обтравочная маска, о которой я думаю. Также мы можем с вами здесь выравнивать нашу фигуру. Вот здесь есть отдельная кнопочка. И обратите внимание, что мы вот здесь можем выбрать, как мы хотим, чтобы наши фигуры выравнивались. Относительно экрана, фона, выделения, самый большой, и, короче, в общем, много вариантов того, относительно чего мы можем выравнивать наш объект. Это очень круто, потому что, например, в Adobe Illustrator у нас нет такой фишки, и они выравниваются, ну, примерно как они хотят, так они и выравниваются. Вот, поэтому, когда мы точно понимаем, как у нас работает что-то, да, то мы в целом, ну, это, в общем, удобная история. Что еще тут интересного есть? Есть еще возможность упорядочивать. То есть, когда у нас, например, много-много фигур, каких-то горошков там или еще чего-то, и нам нужно, чтобы они шли с определенной частотой, мы можем эту частоту задать, и также мы можем выбрать тот вариант, как мы хотим, чтобы у нас все эти детали распределились. То есть, если вы, например, занимаетесь графическим дизайном, где нужно делать все очень ровненько, то в этом плане вообще супер классная функция и фишечка, которую я бы на самом деле добавила и в другие векторные приложения. Еще одна важная настройка, которую часто упускают в векторных приложениях, это возможность переносить наши объекты относительно конкретных заданных чисел, да, то есть конкретных координат. Например, я это использую, когда вручную создаю тот же бесшовный паттерн на iPad, вот, либо когда мне нужно задавать какие-то четкие, например, углы наклона, здесь это тоже есть, и я считаю, что это очень круто. То есть здесь есть и возможность масштабировать, да, и возможность изменять размер и перемещать, да, как я и говорила. Единственное, что меня немножко раздражает, это то, что нужно постоянно нажимать на плюсик. А еще у нас с вами есть возможность группировки, то есть у нас есть возможность и объединить эти объекты в единые объекты и просто их сгруппировать. Вот, и вы наверняка заметили общую фишку вообще всего вот этого мероприятия, что если мы с вами видим вот такую кнопочку, которая подсвечена, ее нужно нажать, потому что если мы ее нажмем, значит там что-то будет. Например, вот выровнять, мы нажимаем на фон, то есть эта кнопка, она не совсем интуитивно понятна, что ее нужно нажимать. Вот, но она вот написана
таким более светлым цветом, и, видимо, это подразумевает, что на эту кнопку можно нажимать. И вот такой текст, который не выделен какой-то кнопкой, он часто здесь встречается. И часто именно в этом происходит какой-то затык, что типа вот есть относительно фона, да, ты смотришь такой, ну блин, отлично, но если это воспринимать просто как текст, то непонятно, что здесь под этим словом скрывается еще куча вариантов, да, то есть поэтому, когда работаете с этим приложением, тыкайте на все, вот просто тыкайте на все, возможно, где-то там есть какие-то пасхалки, о которых мы с вами вообще не подозреваем. Прерву немножко наш обзор и расскажу вам про то, что у меня вышел новый курс векторной иллюстрации на iPad, точнее это называется даже профессия иллюстратора. Почему профессия иллюстратора? А потому что я туда добавила множество полезной информации о том, как зарабатывать на том, что вы умеете рисовать, где монетизироваться, как выйти на стоки, в том числе, если вы находитесь в РФ и РБ. Но помимо того, конечно же, я еще добавила туда обзор по графике и множество уроков из этого курса вы спокойно можете пройти и на планшете Android. Да, вот такой вот большой бонус, поэтому обязательно заходите на сайт, буду очень рада вас там видеть. Мы с вами там учимся рисовать и персонажей, и еду, и окружение, и менять персонажу эмоции, позы, в общем, все, что нужно для того, чтобы стартануть в профессии векторного иллюстратора без страха и, значит, знать вообще, что вы можете, что вы умеете. Обязательно заглядывайте, ну а я возвращаюсь к обзору приложения. Про простые фигуры мы с вами поговорили, давайте теперь перейдем к инструментам, которые нам позволяют создавать как бы свободные формы. И первый инструмент — это перо. Здесь оно работает как абсолютно обычное перо, то есть также мы с вами растягиваем опорные точки, можем замыкать этот контур. Также после того, как мы сделали этот контур, мы можем перейти в редактирование и с вами поменять опорные точки, да, то есть также удалить какую-то опорную точку, если она нам не нужна. И по поводу того, если нам нужно разомкнуть этот контур, мы можем увидеть, что у нас есть кнопочка «Разрыв». И мы с вами раз и разрываем этот контур, у нас получается, что есть вот эта дырка. Что еще? Значит, перо у нас работает как стандартное перо, этому мы очень сильно с вами радуемся. И также, смотрите, когда я выделяю вот эту фигуру, и, например, мне нужно оставить только обводку, заливку убрать, то я здесь нажимаю просто пусто, и у меня получается вот такая история. Еще я, кстати, при работе заметила, что у нас с вами сохраняются настройки предыдущего объекта, который мы выделяли, поэтому я сейчас вот начну рисовать, и у меня будет рисовать перо просто вот такой вот обводкой и толщиной той обводки, которую я использовала. Вот такой тоже лайфхак. Что по поводу прямого или там простого рисования от руки, у нас с вами есть карандаш. И здесь он работает, кстати, на удивление, весьма себе норм. То есть он даже как бы без каких-то сглаживаний прекрасно вообще абсолютно себя чувствует. Ну, как бы не идеально, согласна с вами, но жить можно, знаете, для такого начинающего как бы приложения, как я считаю, начинающего, простите, если оно не начинающее, но в целом работает окей. Единственное, что мне не нравится, это то, что мы вообще с вами никак не управляем этим карандашом. Я имею в виду, что мы можем с вами поменять толщину, но мы не можем с вами поменять, например, какое будет скругление на концах, или мы не можем включить нажим пера, да, то есть и поменять потом профиль толщины мы тоже никак не можем. То есть оно как бы есть, да, вот эта возможность рисовать от руки, но как бы с другой стороны и не особо-то, ну как бы она функциональна. Да, то есть мы можем подрисовать какие-то усики, подрисовать еще что-то, но вот, например, карандашом рисовать сразу заливкой мы тоже не можем. Мы можем рисовать только, получается, обводкой. Вот. Ну, то есть карандаш есть, он рисует норм. Единственное, что, ну,
К сожалению, это приложение, оно тоже не сильно рассчитано на рисование от руки. Вообще множество векторных приложений, оно игнорирует эту часть рисования в векторе, просто делает вид, что этого не существует, что стилусы нужны только для того, чтобы тыкать по простым фигурам и опорным точкам. Вот. Но в целом, окей. В целом, окей. У нас даже с вами есть вот такая вот штука, как заливка ведром, то есть мы можем с вами заливать замкнутые контуры сразу. Вот это, кстати, тоже мне часто начинающие, когда работают в векторе, начинают меня спрашивать: Женя, где заливка? Где заливка? Но на самом деле заливка не так часто встречается в векторных приложениях, а здесь вот она есть. И здесь даже есть настройки. Вот здесь есть настройки сглаживания чувствительности, а в карандаше их почему-то нету. Настройки сглаживания чувствительности, где они, по идее, должны были быть. Также у нас даже есть здесь с вами возможность векторизовать. Векторизовать — это значит трассировка, да? То есть когда мы с вами берем какое-то растровое изображение, загружаем его в векторное приложение и, собственно, переводим с вами из растра в вектор. Сразу скажу, что трассировка, она достаточно такая капризная вообще дама. Нужно ее правильно настраивать, чтобы не создавалось миллион мелких, значит, частичек разных цветов. То есть у нас получается, по сути, такая мозаика. То есть это не то, что у нас с вами раз и дорисовывается все простыми фигурами, знаете, вот как мы рисуем с вами в векторе, да? Нет, это просто куча векторных отдельных частичек, которые как бы как мозаика, как и растровое приложение, растровое изображение, например, собирается в какой-то объект, да? Чаще всего вообще трассировка классно работает на, например, каких-то одноцветных работах, например, если вам нужно логотип какой-то трассировать, чтобы он стал векторным, то есть вот это можно так использовать, но вот цветные изображения трассируются достаточно сложно. О чем еще хочется поговорить сегодня, это слои. Тут тоже некоторая такая история, не как у всех, я бы так сказала, немножко упрощенный вариант слоев. Если у нас, например, в том же Adobe Illustrator или в Curve у нас с вами есть слой, и все объекты, которые мы рисуем, они на этом слое разворачиваются как подслои. То здесь у нас нет возможности создавать отдельные слои. У нас просто идет вот такой длиннющий список всех объектов, которые у нас нарисованы, а там дальше уже разбирайтесь как хотите. Можно выделить несколько слоев, здесь тоже также зажимая стилус, и, например, это сгруппировать. Тогда будет как-то, ну, то есть мы можем хоть как-то это в какие-то собрать кучки для того, чтобы не был у нас список, там, знаете, до конца вообще времен. По настройкам слоев все максимально просто. То есть у нас есть возможность скрыть этот слой, заблокировать, чтобы он у нас никуда не двигался. И также у нас есть возможность его удалить, дублировать и также переместить вверх или вниз, то есть относительно других объектов. В целом это по слоям все. Но я говорю, что я надеюсь, что ребята в будущем будут развивать это приложение, потому что задатки очень хорошие. То есть даже вот сейчас его можно использовать, да, тут не будет как бы каких-нибудь там блендов или каких-нибудь там кистей клякс, где мы можем рисовать с вами абсолютно свободно, так как будто мы рисуем с вами обычной ручкой там или кисточкой. К сожалению, на данном этапе нет. К сожалению, нет. Но вот основные вещи, да, здесь мы можем найти. И самое прекрасное — это то, что это приложение работает стабильно, что я как бы делаю, да, и не боюсь, что в любой момент это приложение у меня вылетит и ничего не сохранится. То есть вот я сколько его не пробовала, сколько бы я его не щупала, даже делала здесь бесшовный паттерн, в целом окей, да. По настройкам тоже давайте покажу. Здесь есть интересная фишечка такая, что у нас с вами горячие вот эти жесты, к которым мы с вами привыкли, они не работают сразу, их нужно включить. Вот, и вот тут в интерфейсе где-то я видела, что у нас с вами эти штуки включаются. Что это? У меня почему-то все стало темным. Окей, такое бывает. Сделаем вид, что нам без разницы. Вот здесь во вкладке «Редактор» внизу у нас с вами вот эти касания 2 пальцами, 3 пальцами. Это все нужно включать отдельно.
Также у нас есть возможность выбирать только верхний объект, если мы долго нажимаем. Вот. И отдельно хочется поговорить про экспорт. Всех всегда интересует очень сильно, а как же у нас с вами экспортируется вообще файл, да, из этого приложения. Смотрите, нажимаем здесь вот у нас на сохранение. И здесь тоже максимально неинтуитивно понятное решение. Значит, вот я открываю. Вот у меня размеры, значит, вес файла здесь есть. Вот сохранить как, есть возможность поделиться. Сразу у меня тут можно, да, с кем-то поделиться. Есть какие-то настроечки, но а где выбрать какой файл? Вот у меня стоит SVG файл. И ты такой, блин, ну SVG так SVG. Щелкаем на этот файл, и вот здесь у нас с вами идет настройка. Формат SVG. И здесь мы можем выбрать какие варианты. PNG, SVG, PDF и JPEG. Векторные из них это SVG и PDF. Никакого AI, никакого EPS нет. Ну, как бы, ладно, я и не ждала, если честно. Так что, друзья, да, и как я понимаю, мы с вами одновременно можем сохранить и растер, и вектор. То есть я вот здесь на плюсик добавляю, выбираю, например, JPEG. Сейчас. Не этот JPEG. Так. У нас только такой JPEG. Выбираю JPEG, нажимаю «Готово», и при одном «Сохранить как», то есть меняя вот эти настройки, я, собственно, сохраняю, да, и то, получается. Итак, по основным вещам мы с вами пробежались, давайте подведем некоторые итоги вообще по поводу этого приложения. Да, это не супер как бы проработанное приложение, да, там нету всех функций, которые бы мы только хотели видеть вообще, чтобы там и 3D было, и бленды, и так далее, но нужно сделать скидку. Во-первых, как я понимаю, они только начинают, это первое, да, векторнатор первый, кто помнит первый векторнатор? Я помню первый векторнатор, я даже помню первый Adobe Illustrator, и это было далеко от того, что мы видим сейчас, поэтому пожелаем ребятам, значит, развития, да, и также можно сказать, что сейчас основные вообще функции, они доступны в бесплатном формате, и если хочется расширенных функций, то там можно сделать подписочку за, я не знаю, сколько денег, покажу вам, сколько это стоит денег. По самому приложению, как я уже сказала, приложение стабильное, это уже радует, потому что для Android найти приложение векторное стабильное, это уже большой-большой плюс. Вот, есть все, что необходимо, я считаю, вы можете написать, кстати, чего бы вам, например, еще хотелось туда добавить. И хочется сказать, что да, к сожалению, Android, у нас как-то из гонки выпадает, да, то есть, конечно, хотелось бы, чтобы здесь были там приложения Adobe или еще какие-то приложения, которые дадут вот эту конкурентную гонку, потому что не так востребовано, видимо, все-таки андроидовские вот эти вот планшеты в рисовании, хотя я вижу миллион вообще иллюстраторов, которые рисуют на андроиде, но вот почему-то векторные приложения у нас вот как-то, да, вот, не рождаются нормальными. Поэтому, да, будем работать с тем, что есть. Спасибо хотя бы, что у нас графика получилась. Они хотя бы как-то стараются, чтобы это приложение выглядело и было удобным для работы. Вот. Но в целом это все, что я могу сказать. Напишите мне в комментариях обязательно, что вы думаете по этому поводу, нравится вам, не нравится, чтобы добавили. Может, вы знаете какое-то вообще совершенно крутейшее приложение векторное для Android, которое я не знаю, и я с удовольствием вообще сделаю на него обзор. Но на этом все. Спасибо огромное, что посмотрели это видео. Не забудьте поставить лайк, не забудьте подписаться, и увидимся с вами в следующем видео. Всего хорошего и пока-пока. Меня немножко подтупливает сам